Витков и Кушнер в Москве на встрече с Путиным. Согласится ли Кремль на план мира? Тактика на случай успеха и провала. Зеленский в Ирландии встретился с украинской переговорной группой. США без предупреждения прекратили поставки оружия Украине и прервали общение с немецкой разведкой. Чей-Покровск. Путину в военной форме доложили о взятии города. Украинский генштаб доложил о ликвидации взявших город. Новая речь польского президента об отношениях с Россией. Он не выбирал выражений. Протесты в Болгарии с требованием отставки правительства. Здоров всем на зависть. Доктора опубликовали результаты МРТ Трампа. Папа Римский. Последний день в Ливане. Кажется, его не хотели отпускать. Здравствуйте! Мы рассказываем о событиях, которые меняют нашу жизнь. Подпишитесь, чтобы знать главное. С вами «Один день» и я, Андрей Данилевич. В Москву прилетели Стив Уитков и Джаред Кушнер, представители американской стороны в переговорах о завершении войны в Украине. Делегация минимальная, только они и переводчик. Кремль заранее сообщил, что других официальных лиц США не ожидает. В Кремле примет господина Уиткофа, главного переговорщика по украинским делам американского, который прибудет сюда. Вместе с ним также Джаред Кушнер будет. И вот состоится такая беседа. Цель визита – передать обновленный мирный план. Перед поездкой Уитков и Кушнер провели встречу с украинской делегацией во Флориде, где Киев четко обозначил позиции. Никакого признания оккупированных территорий, никаких ограничений на украинскую армию и никаких формул, которые закрепляют преимущество Москвы. Мы приветствуем продолжающиеся усилия, которые возглавляют Соединенные Штаты, чтобы сделать это реальностью, и я уверен, что эти последовательные усилия в конечном итоге восстановят мир в Европе. Когда дело касается элементов, очевидно, элементов возможной сделки для окончания войны против Украины, это будет обсуждаться отдельно. И это, конечно, включает отсутствие государственного секретаря США Рубио. Это знак того, насколько значима его роль. Марко Рубио очень вовлечен во все, что касается прекращения войны в Украине. Перед встречей с Уитковым и Кушнером Владимир Путин сделал вот такое заявление. Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Средств сообщения. Но наблюдая, что результаты сегодня тоже не нравятся, они начали мешать и действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. Поскольку город полностью находится в руках российских вооруженных сил. Это третье. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно. На то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми. Они это понимают. И тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. А что? Предлагалось, чтобы ваши коллеги иностранные и даже... Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста, мы это допускаем. Постоянно в воздухе, но наших, российских военных. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал.
Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Вот здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Но вот то, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Ну что, какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе. После Парижа поздно вечером самолет президента Украины приземлился в Ирландии. Там он встретился с украинскими переговорщиками, которые вернулись из Майами после раунда контактов с командой Дональда Трампа. В Ирландию, куда Владимир Зеленский прилетел накануне вечером с первым официальным визитом, делегация прибыла прямо на доклад. Рустем Умеров и участники переговоров представили обновленный Женевский документ и ключевые сигналы американской стороны. Андрей Игнатов доложил реальную ситуацию на фронте с участием разведок, обсуждали риски удара в Российской Федерации в случае прекращения огня и безопасность возможных договоренностей. Зеленский рассказал о своих договоренностях в Париже. Киев фиксирует, что Россия уже запускает дезинформационные кампании перед собственными контактами с США. Президент поручил продолжать работу с командой Трампа и европейскими партнерами. Украинская разведка будет передавать союзникам данные о реальных намерениях Москвы. График следующих встреч с США будет согласовывать секретарь СНБО. Также в Дублине у президента запланированы встречи с руководством страны и обсуждение дальнейшей поддержки Украины. Мы поговорили со Стивом вчера, с ним и со всей его командой. Мы обсудили все. Думаю, я уже ответил на ваш вопрос. Мы ждем результатов американо-российских переговоров, сегодняшних результатов, и я буду реагировать согласно этим результатам. Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный конкретный диалог, не просто слова с каким-то результатом, тогда мы встретимся. И он очень желанный гость в Украине. Но я не уверен, что они идут этим путем сейчас. Они вроде бы готовы приехать, но кто знает. Так что я хочу подождать до сегодняшнего вечера. Но, думаю, вы видели много всего в СМИ. Что я могу сказать? Самые чувствительные и самые сложные вопросы – это территории. Это замороженные активы. Потому что я не могу говорить за европейских лидеров. Речь о деньгах, которые заморожены, но находятся в Европе. Это вопрос европейского решения, общего решения европейцев. Я готов принимать все сигналы, готов встретиться с президентом Дональдом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров. Они хотят сразу сообщать нам после своих встреч. Я думаю, что будущее и дальнейшие шаги зависят от этих сигналов, какими бы они ни были. Шаги будут меняться в течение дня, думаю, даже по часам. И этот визит происходит в один из самых трудных и одновременно оптимистичных моментов. Сейчас, как никогда, есть шанс закончить эту войну. Прежде всего, хочу сказать, легких решений не будет. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, с кем имеем дело. Вопрос не в сложности принятия решений. Тот, кто способен их принимать, будет их принимать.
Я способен принимать решения. Важно, чтобы все было честно и открыто, чтобы не было игры за спиной Украины, чтобы ничто не решалось без Украины, о нас, о нашем будущем. Если мы говорим о гарантиях безопасности, которые существуют и предусмотрены этим документом, то мы должны четко понимать, что это будет, как это будет, хотя бы основные вещи. Потому что, знаете, это не эксперимент над кем-то. Это люди, наши живые люди. Россияне начали войну. И здесь нет альтернатив этой формулировке. Они начали ее. Весь мир — свидетель. Они пришли с агрессией, чтобы нас уничтожить. Владимиру Путину доложили о захвате российской армии еще 2 украинских городов – Волчанска и Покровска. ОСИНТ-аналитики захват не подтверждают, как не подтверждают и украинские военные. В населенных пунктах идут ожесточенные бои, буквально за каждый квартал. Но чтобы выслушать доклад Валерия Герасимова, Путин даже якобы посетил пункт управления российскими войсками. Где в действительности были сняты эти кадры, неизвестно. Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно. И это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции. Генштаб Вооруженных сил Украины опроверг заявление Москвы, подчеркнув, что бои в Покровске, Волчанске и на Купинском направлении продолжаются, а силы обороны удерживают свои позиции. В Киеве называют ролики с поднятием флага лишь попыткой информационного давления и отмечают, что в Покровске украинские подразделения контролируют северную часть города и наносят противнику серьезные потери. В Волчанске, по данным Генштаба, ситуация остается напряженной, но оборона держится. Стоит отметить, что видео опубликовали в 22:30 по Москве, то есть в половине 3-го дня по Вашингтону, накануне встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом, в тот момент, когда его бизнес-джет уже летел в столицу России. Один день. События, которые меняют мир. Подписывайтесь на наш канал. Президент Польши Кароль Навроцкий выступил на годовщине ноябрьского восстания и резко высказался о заключении соглашений с Россией. С москалями не может быть никаких соглашений. Ни в 19 веке, ни в 20-м, ни в 21-м. Там есть только ложь. Стремление забрать дух и желание разрушать. Это урок, который мы все должны усвоить, дорогие друзья. Глубоко веря в польских курсантов, польских офицеров, польских генералов. И хотя мы желаем Польши мирной, Польши без войны, мы желаем и такой Польши, где в высших учебных заведениях, как сегодня, в военных и ведомственных университетах, мы всегда верим в польского курсанта, польского солдата, верим в польского офицера. И верим, мои дорогие, что польская армия есть и всегда будет как стержень. Она будет сиять в мирное время, но и будет готова нанести удар во время войны. И это гарантия нашей безопасности. Россия и Индия разрешили друг другу размещать войска на своей территории и флот в своих портах. Госдума уже утвердила соглашение. Корабли, самолеты и другая военная техника может зайти не за 30 дней, как было ранее, а всего до 14 дней. То есть маневры, переброска техники и любые совместные операции теперь могут происходить заметно быстрее и без лишней бюрократии. Документ прописывает правила на все случаи, от учений и борьбы с терроризмом до гуманитарных миссий и ликвидации последствий катастроф. Москва подчеркивает стратегический характер отношений, но в реальности это шаг к более свободному движению военной инфраструктуры между странами. Ратификация совпадает с визитом Владимира Путина в Индию 4-5 декабря, и по данным Bloomberg, именно в эти дни Нью-Дели намерен обсудить новые закупки российских вооружений Су-57 и системы ПРО С-500. Индийские военные уже требуют усилить парк российских самолетов. Стране не хватает истребителей, а Россия остается главным поставщиком. Параллельно индийские банки рассматривают частичное возвращение к российской нефти, но только в рамках американских санкций и с чистыми поставщиками.
Франция делает новую попытку вовлечь Китай в давление на Москву. Эммануэль Макрон 3-5 декабря посетит Пекин, а ключевые переговоры с Си Цзиньпином пройдут 4 числа. Главная тема – Украина. Париж рассчитывает на жесткий разговор. Макрон напомнит Пекину о его влиянии на Кремль и о том, что продолжение войны разрушает безопасность Европы. Но это и визит про экономику. Торговый разрыв между ЕС и Китаем достиг почти 306 миллиардов евро. Европейские компании жалуются на закрытые секторы экономики, а Брюссель недоволен ограничениями на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для промышленности. Российский танкер «Мид-Волга-2» сообщил об атаке в 130 километрах от побережья Турции. Судно шло из России в Грузию с подсолнечным маслом. По данным Анкары, экипаж не пострадал, помощи капитан не запрашивал. Танкер самостоятельно идет в порт Синоп. Турецкие СМИ пишут, что удар мог нанести дрон «Камикадзе», а власти передали необходимые сообщения и украинской стороне. Напомню, за последние дни это уже не первый инцидент в Черном море. На прошлой неделе украинские морские дроны поразили 2 танкера так называемого теневого флота, которые находились под санкциями Киева. Президент Эрдоган предупредил, атаки на коммерческие суда Турция считать допустимыми не будет. Папа Лев XIV завершил 3-дневный визит в Ливан молитвой на месте взрыва в порту Бейрута. Он возложил венок, зажег свечу и встретился с семьями погибших. Позже понтифик провел мессу у Бейрутской набережной, где собралось более 100 тысяч человек. Он призвал ливанцев отбросить политические и этнические разделения и объединиться перед лицом глубокого кризиса. Лев напомнил о трагедиях в регионе, помянул жертв пожара в Гонконге и снова призвал к миру на Ближнем Востоке. В аэропорту папу проводил президент Жозеф Аун, заявив, что Ливан услышал его послание в момент, когда страна переживает экономический обвал и последствия войны между Израилем и Хизбаллой. Ближнему Востоку нужны новые подходы, чтобы отвергнуть логику мести и насилия, преодолеть политические, социальные и религиозные разногласия и открыть новые главы во имя примирения и мира. Путь взаимной вражды и разрушения в ужасающем кошмаре войны уже пройден слишком далеко, с плачевными результатами, которые видны каждому. Нам нужно изменить курс. Нам нужно воспитывать наши сердца в духе мира. Мы рассказываем о мире в реальном времени. Таким был один день. Совсем скоро мы расскажем о следующем.